Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня мы с вами приготовим бычьи хвосты самым что ни на есть простым способом. Это блюдо очень быстрое в приготовлении, вернее, подготовка очень быстрая, возни ноль, можно сказать. Да, готовится оно в тандыре, то есть часа 2-2,5, но блюдо просто невероятное. Так, хвостики пока отложим в сторону. Мы с ними почти ничего не будем делать, даже нарезать не будем. Значит, нам нужно что? Нам нужно нарезать овощи. И то не все. Я вам говорю, блюдо очень простое. Вот эти перцы цветные нарежем. Картошку можно. В принципе, она относительно мелкая. Ну, на всякий случай порежем ее на две части. И все, вот и все блюдо. Засекайте время, друзья, за сколько я со всем этим справлюсь. Буквально 5 минут нужно. Так, грибы целиком. Эти перчики острые тоже целиком. Все, нарезкой закончили. И еще нам понадобится чесночок, друзья. Все, друзья, овощи вот здесь на доске готовы. Их пока отодвигаем. И сейчас уже займемся хвостиками. Друзья, с хвостами возни минимум, как я вам сказал. Мы единственное, что срежем вот этот лишний жир. Он, вернее, не лишний, он нам пригодится. Просто вот здесь его присутствие на самом хвосте сейчас не обязательно. Так. Друзья, и теперь вот так сбоку хвоста, вот посмотрите, это его верх. Сбоку хвоста между позвонками делаем надрезы. То есть не режем до конца, а всего лишь надрезы делаем. Вот так, друзья, с одной стороны. Это чтобы он у нас вот так загибался. Это раз. Так, это второй. И вот этот малыш тоже. Телячий. Его тоже. Вот так на ощупь находим позвонки, соединения. И надрезы. Небольшие надрезы, друзья. Все, просто чтобы они вот так загнулись. Все. Хвостики тоже готовы, друзья. Сейчас мы расстелим фольгу. Первым долгом, друзья, чесночок. Вот в эти разрезы. Ну, как получится. Теперь, друзья, обкладываем овощами.
острые перчики, картошка, и грибочки, друзья. Вот так. Друзья, и теперь вот этот жир, который я срезал у основания хвостов, кладем вот так. Он будет плавиться и вот на это все стекать. Осталось хорошенько посолить и для вкуса поперчить. Для пущей надежности, как говорится. Жирок-то, говяжье сало. Вот так это выглядит, друзья. У кого какие ассоциации возникают. Инь-янь, мне всегда казалось. Все, пошли в тандем. Оба! Минимальное время нахождения в тандыре 2 часа должно быть, друзья. Два с половиной часа, друзья, как я и говорил. Открываем. Ну, так ничего не поймешь. Надо вскрывать. Только вскрытие, друзья, даст нам результат. Сейчас посмотрим, что у нас здесь.
Так, друзья, отрежу себе пару звеньев позвонка, да? Картошечка, друзья. Вот так она пропеклась, посмотрите. Знаете, какая красивая. Друзья, вот почти до состояния тушенки. Это все пропекается, посмотрите. И как это разбирается. Смотрите, друзья, здесь и жирок. Все на месте присутствует. Точно тушенка, друзья, смотрите. Картошка пропеклась вообще. Все-таки у хвостиков мясо очень насыщенное по вкусу. Вроде говядина, ну чем-то отличается. Друзья, очень вкусно. А вообще я подумал, знаете, а что мелочиться? Я возьму-ка я вот весь вот этот хвост. Посмотрите, здесь какие кусочки. Просто супер они выглядят. Так и хочется вот вонзиться зубами, смотрите. Смотрите, как отделяется позвонки. Настолько пропеклось. Но все. Красота. Заем перчиком. Друзья, сами все видите. Слова излишни. Хвостики вот таким вот способом получается замечательно. Да, из хвостов в основном делают бугламу. Ну или еще можно сделать какой-то суп. Вот таким способом их обычно никто не готовит. Здесь возни просто минимум, друзья. Сами все видели. Нарезал овощи, вокруг хвостика это все укладывается. Закручивается в хороший двойной слой фольги. И в тандыр на 2,5 часа. Меньше не надо. Все-таки 2,5 часа. И получается вот такой вот результат. Посмотрите, да, еще раз. Вот они, волокна, смотрите. Шоколад. Друзья, я надеюсь, что рецепт вам понравился. Своей простотой, бюджетностью. Хвостики стоят совсем недорого. Так что держайте, друзья, пробуйте. Благодарить не надо. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч на нашем канале. До свидания.